Итак, вот я провязал 6-й ряд до конца, нам осталось соединиться. То есть везде, когда мы здесь на углу вязали по 6 воздушных петель, доходили до нашего соединения из 3 столбиков, у нас получалось, что вот, где я вам объяснял, у нас в столбике, когда все это дело переходило, у нас начиналось 3 воздушные петли. То есть получается прямо над столбиками у нас 3 воздушные между группами. И получается мы заканчиваем сейчас 3 воздушные здесь соединительной петлей, и все. Все здесь у меня везде по 3 воздушные между группами. И также с этой стороны у меня все в зеркальном по 6 воздушных петель между группами. Как раз вот после столбика вот начинается по 6 воздушных петель. Все, теперь в конце ряда соединяемся, точнее 3 воздушные петли, я делаю последнюю арку, и прям за сам столбик можно таким способом соединиться соединительной петлей. Все, таким образом наш 6-й ряд завершен. Итак, приступаем к 7-му ряду. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. Получается, мы провязали 2 столбика с одним накидом. Теперь 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и еще раз 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. Первый, второй. Теперь сразу же в следующую арку из 6 воздушных петель выполняем то же самое. 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. 2 столбика с одним накидом в следующую арку. 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. И таким образом продолжаем вязать вот эту всю нашу полукруглую часть. То есть в каждую арку и в 6, и в 3 воздушных петель мы выполняем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные, 2 столбика в каждую арку. Провязываем так вот эту полукруглую часть до последней арки 6 воздушных петель и вот до вот этой. Вот сюда провязали в 6 воздушных петель последнюю арку и в следующую, которая у нас вот идет над нашими столбиками. И далее я покажу, как мы будем вывязывать нашу прямую часть. Итак, вот я провязал полукруг, вот у меня начало. В каждую арку и в 6, и в 3 воздушных петель я везде выполнял по 2 столбика с одним накидом и между ними по 3 воздушные. Вот я дошел до того места над нашими столбиками. То есть вот последняя арка 6 воздушных петель я выполнил и в следующую из 3 воздушных петель над столбиками. Все, далее у меня везде пошли по 3 арки. Точнее по 3 воздушные петли арки. Все, теперь мы будем вот эти все арки, то в 6 воздушных петель мы вязали, а в 3 воздушных петель мы не будем вязать, мы их будем пропускать. То есть будем вязать только вот в эти, которые между столбиками были. Вот эти между группами, все, мы с ними больше не работаем на прямой части. То есть вот у меня сразу идет следом арка из 3 воздушных петель, я ее пропускаю. Я вяжу в арку 3 воздушных петель между столбиками ту же самую комбинацию, то есть 2 столбика с одним накидом, 1, 2, 3 воздушные и 2 столбика с одним накидом сюда же в эту же арку. Все, опять следом я пропускаю следующую арку 3 воздушных петель, а в 3 воздушных петель арку между столбиками я вяжу 2 столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть, когда доходите до закругления, пропускайте последнюю арку 3 воздушных петель, сюда между столбиками вяжем, а потом, когда у нас уже начинаются арки по 6 воздушных петель, в них продолжаем вязать так же, как мы и здесь на нашем закруглении уже провязали. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Итак, вот я провязал 7-й ряд до конца, мне осталось только соединиться. Вот по прямой части
я везде вязал в арке 3 воздушных петель между столбиками. Все арки 3 воздушных петель между группами мы пропускали. Здесь на углу мы вязали в каждую арку до тех пор, пока у нас не стали появляться арки 3 воздушных петель. То есть вот 6 арка воздушных петель провязали в следующую арку между столбиками, а арки 3 воздушных петель, которые уже между группами, все, мы их начали пропускать. Все, вот я дошел, связал последнюю группу. Передо мной также последняя арка 3 воздушных петель. Мы ее пропускаем, и здесь мы просто соединяемся во вторую воздушную петлю подъема соединительной петлей. Приступаем к 8 ряду. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик. Затем соединительная петля в следующую арку. То есть в арку между группами наших столбиков. 2 воздушные петли, как столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть точно такие же комбинации, как мы вязали в предыдущем ряду. Далее сразу же в следующую арку между следующими столбиками вяжем то же самое. 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Опять сразу в следующую арку между столбиками 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные, 2 столбика с одним накидом. Этот ряд простой. Получается, мы вяжем в каждую арку, неважно, на полукруге она находится или на прямой части, в каждую арку мы выполняем 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. В следующую 2 столбика, 3 петли, 2 столбика. И так в каждую арку по кругу. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, я провязал 8 ряд до конца, выполнил в каждую арку между группами столбиков такую же группу, 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные, 2 столбика с одним накидом. Вот я выполнил последнюю, и теперь соединительной петлей соединяемся в воздушную петлю подъема. Соединительный столбик в следующий столбик и соединительный столбик в следующую арку. Приступаем к 9 ряду. 9 ряд у нас будет точно такой же. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, накид на крючок, и столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. 3 воздушные, 1, 2, 3. И 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. То есть такие же комбинации выполняем. Опять накид на крючок, в следующую арку между столбиками выполняем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные, 1, 2, 3, и 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Все, в этом ряду ничего нового. Все то же самое. В каждую арку выполняем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные, 2 столбика с одним накидом. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, вот я провязал 9 ряд до конца, выполнил последний наш вот этот веер, 2 столбика, 3 петли, 2 столбика, и соединился во вторую воздушную петлю подъема, в моем случае, соединительной петлей. Теперь приступаем к 10 ряду. Этот ряд будет немножко замороченный, но ничего, мы с вами разберемся. Соединительными столбиками сейчас пробираемся вот в эту следующую арку. То есть соединительный столбик в следующий столбик и соединительный столбик в следующую арку. Теперь выполняем 1 воздушная петля подъема и 3 столбика без накида сюда же, в эту же арку. Первый, второй, третий. Теперь выполняем 1 воздушная петля,
Затем еще 3 воздушные петли, чтобы сделать пико. То есть всего нам нужно сделать 4 воздушные. Одну сделал. Раз, два, три. И теперь в третью петлю от крючка, то есть ту одну петлю, которую мы сделали в начале, мы ее оставляем. И вот в третью, раз, два, в третью закрываем соединительной петлей. И делаем симметрично также одну воздушную петлю. То есть сделали одна воздушная петля, пико из 3 воздушных, одна воздушная. Теперь соединяемся в следующую арку столбиком без накида. Вот так. Теперь 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И также закрываем их в пико. Только теперь в самую первую петлю. Вот после столбика самая первая петля. Выполняем соединительный столбик. И теперь столбик без накида сюда же, в эту же арку. То есть вот что у нас получается. Вот мы сделали 3 столбика без накида. Воздушное, пико, воздушное. Столбик без накида в арку. 10 воздушных петель закрыли в пико. И столбик без накида сюда же, в эту же арку. Теперь опять 4 воздушные. Раз, два, три, 4. В третью петлю закрываем пико. Одна воздушная. И в следующую арку соединяемся столбиком без накида. То есть сейчас то же самое все делаем. Обратно 10 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в самую первую петлю после столбика соединительная. И столбик без накида сюда же, в эту же арку. Все, таким образом мы будем вязать нашу вот эту полукруглую часть. Опять раз, два, три, 4. В третью петлю от крючка, то есть одну петлю после столбика оставляем. Пико. Одна воздушная. Столбик без накида. 10 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в самую первую петлю соединительную. Столбик без накида сюда же. Все, то есть вот что у нас получается. Пико длинное, пико длинное, пико длинное. То есть пико у нас получается между вот этими веерами нашими, а длинные пико в самих веерочках вот этих. То есть длинное, 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 а между везде будет пико. То есть одна воздушная, пико, одна воздушная. Таким образом, сейчас вяжем вот эту всю полукруглую часть вот до сюда. То есть вот где у нас наши столбики, опять на них ориентируемся. Из вот это соединение 3 столбиков. То есть вот, если брать вот эту ближе к полукругу, который у нас идет часть, вот сюда, вяжем вот до нее. Вот она здесь, вот она идет. Вяжите вот до сюда, до этого места. То есть, ну вот, где у нас полукруг, вот до сюда вяжем. Как будем вязать дальше, я вернусь и покажу. Итак, вот я довязал наш полукруг нашими пико. Дошел до места, вот обратите внимание, вот у меня 3 столбика. Ближе к полукругу, который часть идет, вот у нас вот эти веера наши. И вот наши вот эти штуки. Вот до нее я дошел. То есть вот в предыдущей у меня длинное пико. И до этой, то есть здесь я еще ничего не вязал. Итак, вот таких длинных пико у нас должно получиться 23. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 пико. Эти длинные пико нам в следующем ряду будут нужны для того, чтобы начать вывязывать ананасы.
И будут они чередоваться. Ананас и перемычка между ананасами. То есть как бы перегородка, в центре ананас. Потом опять перегородка и опять ананас. И вот здесь будет начинаться перегородка, ананас. Перегородка, ананас. Через одну ананас, 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 ананас. И вот здесь будет перегородка. Получается, в следующем пико, сейчас мы будем вязать, там у нас уже будет ананас. Но здесь на прямой части мы вяжем по-другому немножко. Здесь же больше, потому что нужны прибавки на полукруглой части. На прямой части прибавки не нужны. Вяжем следующим образом. Вот передо мной следующая наша вот эта штука. Здесь после этой все также вяжем пико. То есть 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в третью петлю от крючка одну оставляем там. Пико. Опять 1 воздушная. И в следующую вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. То есть точно так же, как мы начинали вязание наше. Вот 3 столбика без накида. И вот здесь мы начали тоже 3 столбика без накида. То есть обратите внимание, все симметрично. Вот они 3 наши столбика. Та часть, которая ближе к полукругу, вот она идет. И у нас здесь 3 столбика. И здесь то же самое. Наши 3 столбика. Та часть, которая ближе к полукругу, вот у нас здесь 3 столбика. Вот в эту сторону. Теперь дальше продолжаем. 3 столбика без накида сделали. Теперь выполняем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В 10-ю петлю от крючка вяжем вот так же, закрываем как наше длинное пико. То есть вот эти 2 петли оставляем. И здесь в 3-ю петлю от начала замыкаем в пико. Теперь получается с другой стороны нам также надо 2 воздушные провязать. 1, 2. То есть вот у нас 2 воздушные, 10 петель, 2 воздушные. И соединяемся в следующую. Также симметрично 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь обычное пико. 1, 2, 3, 4. Пико, 1 воздушная. В следующую арку вяжем столбик без накида. Вот вяжем также 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в самую первую петлю замыкаем пико. Обратно столбик без накида сюда же. И теперь у нас пойдет в зеркальном отображении вот это, что мы сейчас связали. То есть после у нас идет пико. 1, 2, 3, 4. Замыкаем. 1 воздушная. После пико у нас идет 3 столбика. 1, 2, 3. После 3 столбиков у нас идет вот такое. 2 воздушные, пико из 10, 2 воздушные. 1, 2, еще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Получается 2 петли оставляем. В 3-ю соединяем. Еще 2 воздушные. И в следующую арку. То есть после нее, после вот такого пико, у нас опять идет 3 воздушные. То есть и здесь уже опять все пошло то же самое. Ой, 3 воздушные, извините. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И все. Вот после 3 столбиков без накида у нас опять пико. 1, 2, 3, 4. Соединяем в следующую арку.
Вот у нас идет после этого пико, у нас идет обычное наше пико из 10 воздушных, как мы делали на полукруге. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В первую петлю соединили. Столбик без накида сюда же. Потом опять пико. Раз, два, три, 4. Пико, воздушная. После пико у нас идет 3 столбика без накида. Раз, два, 3. Потом опять у нас вот это наше новое пико. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 петли тут оставляем, в третью соединяем. 2 воздушные и в следующую 3 столбика без накида. Тут, конечно, замудренно, я уже провязывал, просто чтобы понять, как вообще здесь логика повторения идет, потому что я по схеме смотрел 3 часа, я нифига не понимал. Так, сейчас мы с вами еще раз посмотрим, что у нас наглядно получается издалека, чтобы визуально просто представлять в голове. Так, где вот эти наши 3 столбика, в ту сторону ближе к полукругу, вот до нее мы провязали у нас 3 столбика без накида. Также симметрично с этой стороны у нас, вот они 3 столбика, и вот они 3 столбика без накида. Здесь у нас чередуется в каждую арку на полукруге, ну тут понятно просто. А здесь, так, вот мы соединились после полукруга 3 столбика, идет длинное пико, потом наша из 10 петель, потом из 12, из 10, из 12. То есть получается, вот у нас будет также узор повторяться. Если здесь вот у нас, например, была перегородка, тут будет ананас, перегородка, ананас, перегородка, ананас. Ну и здесь вот по рисунку, например, видно вот эти наши новые длинные пико, и между ними короткая и 2 пикошки маленькие. Опять. Вот. 2 длинные наши новые пико, покороче, и 2 маленькие. Вот. Ну вы следуйте вот этому рапорту, вот так он повторяется. То есть если длинная, 3 столбика. Вот опять длинная, 3 столбика. Значит, после 3 столбиков у нас идет пико. После пико идет вот это пико. Ну, в принципе, я думаю, понятно. А то я уже сейчас лишнего понаговорю, вообще запутаетесь. Все, таким образом вяжем ряд до конца.